Очередные бутафорские выборы Лукашенко состоятся не позднее 20 июля 2025 года. Об этом заявили в ЦИК республики. Напомню, что предыдущие выборы главы страны вызвали масштабные протесты, ну а затем массовые репрессии и волну эмиграции. С тех пор лукашисты не раз переносили избирательные кампании. Выборы в местные советы должны были пройти в 2022 году, ну а в парламент в 2023. В итоге они состоятся в единый день голосования 25 февраля 2024 года. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Атака на воинскую часть в Джанкое. Минобороны РФ отчитали, что сбили все беспилотники, но видео горения говорит об обратном. Средствами ПВО и РЭП были сбиты и перехвачены десятки беспилотников. Перемирие наступило. Первых 13 заложников боевики Хамас передадут Израилю. Мы получили предварительный список имен женщин и детей, находящихся в заложниках, которые будут освобождены на первом этапе реализации плана возвращения заложников. Украинских дальнобойщиков будут эвакуировать с границы Польши без фур. В очередях уже умерли двое. Инициируем создание мониторинговой группы со стороны Европейского Союза на границе. Мы предлагаем европейским коллегам фиксировать официально ту ситуацию, которая происходит перед пунктами пропуска. Дорогие зрители, если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит Ютубу о том, что мы вам интересны. И это очень помогает продвижению наших видео. Итак, врываемся в новости. Минувшей ночью в Джанкое уничтожены ПВО и РЛС оккупантов. Об этом пишет канал крымских партизан «Крымский ветер». В оккупированном Крыму прозвучало не менее 4 взрывов на территории воинской части. Минобороны Российской Федерации отчиталась об уничтожении 13 беспилотников над Крымом. Предатель Сальдо на утро тоже разразился псевдогероичным постом и скромно отметил, что это была крупнейшая атака на полуостров. Ночью противник предпринял одну из крупнейших за время СВО попыток воздушного нападения на Крым и Приазовье. Над территорией Херсонской области и Северного Крыма средствами ПВО и РЭП были сбиты и перехвачены десятки беспилотников. Наши военные специалисты отработали на отлично, защитив мирное небо Крыма и Херсонщины. Запад может вынудить Украину пойти на переговоры с РФ, заявил глава МИД Литвы в интервью Bloomberg. Габриэлюс Ландсбергис отметил, пессимистичный сценарий может произойти, если западные партнеры не обеспечат украинцев необходимым количеством вооружения. Он разочарован тем, что помощь США блокируется республиканцами, ну а ЕС не в состоянии предоставить Киеву достаточно снарядов. По его мнению, выглядит комично, когда КНДР помогает России больше, чем ЕС Украине. Меньше бюрократии, больше свободы. Военный Шенген собираются создать в НАТО для того, чтобы упростить перемещение войск в случае войны с Россией. Предложение внес глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александр Зольфранк, пишет агентство Рейтер. По мнению Зольфранка, сейчас чрезмерная бюрократия мешает продвижению войск НАТО по Европе, что в свою очередь может привести к промедлениям в случае начала военного конфликта с Россией. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны. Альянс должен оперативно перебрасывать войска со своих баз в нужную точку на восточном фланге. Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена 5-я статья Устава НАТО о коллективной обороне. У нас чересчур много правил, но единственное, чего нам не хватает, это времени. Война России против Украины оказалась войной на истощение, а война на истощение – это битва логистики. Дальнобойщиков будут эвакуировать с пунктов пропуска на польской границе без фур. Министерство инфраструктуры Украины собирает данные водителей, которые хотят и готовы эвакуироваться с польской границы. При этом водители, соглашаясь на эвакуацию, должны быть готовыми оставить свои автомобили и грузы на месте. По состоянию на сейчас в сторону Украины в очереди на 3 КПП находятся около 2300 грузовиков. Сообщалось даже о смерти 2 водителей.
Инициируем создание мониторинговой группы со стороны Европейского Союза на границе. Мы предлагаем европейским коллегам фиксировать официально ту ситуацию, которая происходит перед пунктами пропуска. Пропускаются ли опасные грузы, каким образом пересекает границу гуманитарная помощь, а главное, в каких условиях уже более 2 недель находятся наши водители. Сейчас они при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей. Мы несколько раз поднимали вопрос на рабочем и официальных уровнях питания, дежурства, скорых, пожарных машин, надлежащих санитарных условий. Этого всего нет. В секторе Газа началось 4-дневное перемирие между Израилем и Хамас. Соглашение о перемирии вступило в силу в 7 утра по местному времени. Домой вернутся первые 13 заложников. Всего в течение 4 дней Хамас обязался освободить 50 заложников из более чем 200 человек, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября. Обмен заключенными и заложниками начнется в 16:00. В тот момент, когда Израиль получит своих заключенных на КПП Рафах. Тюремная администрация передаст Красному Кресту мужчин и женщин, которые должны быть освобождены. Процесс будет происходить здесь, в военном лагере Офер. За это же время Израиль отпустит 150 палестинских заключенных, в основном женщин и несовершеннолетних. Согласно договоренностям, перемирие может быть продлено на 1 дополнительный день за каждые 10 заложников, которых согласится освободить Хамас. Мы получили предварительный список имен женщин и детей, находящихся в заложниках, которые будут освобождены на первом этапе реализации плана возвращения заложников. В последние часы офицеры, отвечающие за связь с семьями, деликатно и с необходимыми оговорками передали сообщения всем семьям, чьи близкие фигурируют в списке, а также всем семьям заложников. Это будут сложные дни, ничего не ясно до конца, пока это не произойдет на самом деле. Министр обороны Израиля заявил, что война с Хамас продлится еще минимум 2 месяца. По его словам, перемирие и обмен заложниками и заключенными, о котором сейчас договорились Израиль и боевики Хамас, будет лишь короткой передышкой, а впереди еще не менее 2 месяцев войны. Поэтому призвал Цахал быть готовыми к этому. Это будет короткая передышка, после которой интенсивные бои продолжатся. Мы будем давить на противника, чтобы вернуть всех заложников. Ожидается еще как минимум 2 месяца боев. Во время этой передышки от вас требуется организоваться, подготовиться, провести расследование, пополнить запасы оружия и быть готовыми к продолжению. Даже после того, как период интенсивных боевых действий закончится, будет много операций, в которых вам будет чем заняться, пока не исчезнет военная угроза со стороны сектора Газа и у нас не будет полной свободы действий. В Ирландии произошли массовые беспорядки. Агрессивные люди стали громить магазины и дома, якобы из-за того, что в центре Дублина мужчина с ножом ранил 5 прохожих, в том числе 3 детей. Демонстранты скандировали антимигрантские лозунги. Во время беспорядков участники сожгли полицейский автомобиль, автобус и даже поезд метро. Протестующие бросали в полицейских камни. Позже в официальном сообщении полиции погромщиков назвали просто хулиганами, которые придерживаются крайне правой идеологии. Мы не могли предположить, что в ответ на ужасное преступление, на живое ранение школьников и их учителя, будет такая реакция. По сути, агрессивные люди пытались прорваться через наше оцепление на месте преступления, а потом они приступили к насилию, мародерству и беспорядкам. Мы были сосредоточены на расследовании и даже не могли предположить, что реакция агрессивной толпы будет такой. Беспорядки в столице Ирландии улеглись только к утру. Протестующие покинули центральные улицы Дублина. Давайте я вам сейчас
34 человека арестованы, 32 из них предстанут перед судом. Городские власти подсчитывают ущерб. Это был беспричинный бандитизм. Нападению подвергся общественный транспорт, в том числе автомобили, а также были повреждены некоторые коммерческие помещения. К счастью, никто из мирных граждан серьезно не пострадал. Некоторые из моих коллег также подверглись нападению, но сообщение о серьезных травмах не поступало. Национальная полиция отреагировала на развивающуюся ситуацию. 400 сотрудников национальной полиции продолжают патрулировать центр Дублина. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео, ну или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!